Рассмотрим один из методов борьбы с застарелым кашлем. Также с инфекцией, с хроническими танзелитами, с ринитами. Но послушайте меня внимательно сначала, кому может не подойти данный метод. Значит, если у вас в настоящее время такой бронхит только начался, или ангина, танзелит, ринит, и у вас есть какие-то гнойные, значит, процессы в организме, то этот метод применять нельзя, иначе может гной, значит, пойти куда-то в другие, в голову или в другие органы. То есть это чисто вот такой кашель застарелый, когда уже никакие лекарства не помогают. В связи с сегодняшней ситуацией, с инфекцией, мы стали с мужем такой метод применять. То есть, когда мы приходим с поликлиники, с работы, с магазина, то есть, когда мы выходим куда-то, так сказать, где имеется скопление народа, мы приходим домой и сначала умываемся, значит, горячей водой, промываем даже нос водичкой этой горячей. И потом я вот беру такую чашку, вот эта чаша, у ней форма по форме моего лица, допустим. Теперь в эту чашку я добавляю соды. Соды вот не так уж и много там, даже меньше чуть пол чайной ложки соды обыкновенной. Соль. Соль можно взять простую, можно взять морскую. Но вот у меня крупная соль. Ну, желательно крупной, чтобы была более-менее натуральная. Тоже меньше даже пол чайной ложки. Значит, и взяла зубчик чеснока, ну и вот так его порезала и вот сюда кидаю. Если вы не любите запах чеснока или не переносите чеснок, то чеснок можно и не, сюда не добавлять. Потом беру, значит, воду, горячую воду, только что чайник закипел, и наливаю водички сюда. Но наливаю там не половину, не полную. Вы знаете, вот не так уж и много, вот так вот наливаю. И сразу наклоняю голову к этой чашке. Значит, вот когда эти пары идут, и этими парами дышать. И сверху закрываюсь полотенцем. Полотенцем там или чем-то таким плотным. Сверху с головой закрываюсь и дышу. Дышу каким образом? Значит, 5 раз, от 5 раз до 10 раз дышите носом, выдыхаете ртом. Также сначала дышите ртом, выдыхаете носом. Потом просто так дышите носом, ну, как обычно. Глаза не закрывайте, потому что если вдруг какая-то инфекция у вас попала в глаза, то она тоже вот этим методом может убиться. И вот после того, как мы вроде бы такую ингаляцию делали, чтобы спастись от инфекции, которая сейчас ходит, и вдруг я заметила, у меня был сильный ринит и фарингит. То есть у меня постоянно вот такой сухой кашель, я подкашливала. А фарингит у меня вот за ночь вот тут в носу все собиралось. Иногда даже выходили такие кровянистые выделения были. Значит, у мужа застарелый бронхит, и у него такой мокрый кашель был, который, никакими там ни настойками, ничем не вылечивался. Вот. И вдруг мы вот через какой-то период времени мы заметили, что мы перестали кашлять, подкашливать. То есть этот метод простой, не надо там 10-20 минут дышать. Вот буквально от 5 до 10 раз подышали, и все. Значит, и, во-первых, это для лица, лицо потом такое мягкое становится. Это как, увлажнение лица происходит. Вот. Но опять же запомните, если у вас какие-то гнойные в носоглотке имеются заболевания, то такую процедуру нужно делать только после того, как вы проконсультируетесь с врачом. Особенно вот этот метод хорош, у кого хронический танзелит. То есть не вот именно для профилактики. Попробуйте. Я думаю, что вам этот метод тоже поможет, как и нам.